Чувствуешь? Чувствуешь? Поребриками пахнет. Спасибо. 2 соточки в час. Фям. Я даже поспать не успел. Меандр. Замечательно. Ну, здравствуй. Невский проспект, детка. Это что-то прекрасное. Я что хочу сказать, это не город, а совокупность творческой мысли. Это Исаакиевский собор. Я теперь понял, походу, что такое питерская погода. За 1,5 часа она поменялась 3 раза. Облачно, солнце и дождь. Да, согласен. Новая Голландия называется это место. Я вот стою возле Юсуповского дворца. Я не знаю, что такое Юсуповский дворец. Должен подъехать теплоход. Я не знаю, подъедет теплоход или нет. Или подплывет. Забавно, стропы как клепки. Они все катаются. Это куда? Да, просто вниз налево. Вниз налево? Да. Спасибо. Путешествие итальянцев в Россию, помню? Блин, нашел. На теплоходе музыка играет, а Токмаков стоит на берегу. Здравствуйте. Прямо до картины за баром направо, верхняя палуба, можете остаться внизу. Хорошо. За картину, за баром. По реке Неве и вот сюда точно. Чижик-пыжик на Фонтанке, как раз где мы были у питерского художника. Новая Голландия, это вот где я был, снимал вам. Исаакиевский. Опа. В Питере один из символов достопримечательности, так скажем, города, это корешка. Я вчера ел, это вообще что-то клевое. Желаю вам приятного путешествия. Именно водные прогулки позволяют лучше понять душу Санкт-Петербурга, прочувствовать его атмосферу. Впереди перед вами один из символов Санкт-Петербурга – Дворцовый мост. Разводится мост в центральном пролете. Каждая из его створок весит по 700 тонн. Здесь мы видим здание Государственного Эрмитажа, крупнейшего музея мира.
По линию с Малым Эрмитажем стоит здание песочного цвета в стиле раннего русского классицизма. Это Большой Эрмитаж. Он был построен в конце 18 столетия для хранения растущей, и рядом в старину находилась Троицкая площадь, центр общественной жизни Петербурга. Здесь, под прикрытием Петропавловской крепости, уже в первые годы существования новой российской столицы начали формироваться городские кварталы. Мы покидаем воды Большой Невы и заходим в один из ее рукавов – Большую Невку. На вечную стоянку крейсер был поставлен в 1948 году. Сейчас на Авроре открыт филиал военно-морского музея. Корабль, который мы видим далее, фрегат «Благодать». Это историческая реконструкция, на борту которого находится ресторан и проводятся разнообразные выступления. Нам открывается вид на самое сердце Петербурга – небольшой Заячий остров. Именно здесь царь Петр в мае 1703 года заложил крепость Санкт-Петербург, которая и стала основанием для будущего города. Справа Петропавловская крепость. Сегодня на территории крепости находится большое количество музеев, рассказывающих о разных страницах ее жизни. Одним из самых посещаемых остается музей тюрьмы Трубецкого бастиона, самой страшной политической тюрьмы России, действовавшей в XIX-XX веках. Об этой же странице истории крепости напоминают и единственные ворота, выходящие на Неву, получившие название Невские ворота. Сейчас на стадионе «Газпром-Арена» проводятся разнообразные спортивные мероприятия, концерты, шоу и музыкальные фестивали, а также различные выставки, конференции и семинары. Открываются великолепные виды Балтийских просторов Финского залива. Восточную часть Финского залива называют Невская губа. Очень клевая вообще экскурсия. Поездка. Плавание. Вот так, допустим, сейчас фотки
все-таки откроем. Мы Как сказал, как ты, блядь, сказал, никогда не думал, что окажешься с одним мужиком. Да. Но... И мы смотрим рестик. С корешкой, блядь. Да. Встретились, короче, с товарищем. Сейчас ищем вот этот ресторан на Петропавловской... У Петропавловской крепости, да? Вот это, короче, прикольно. Я когда в Тае жил, приезжал, апарты снимал, вообще ничего люди не оставили. Вилочки, ложечки там, вон кастрюльки всякие, оп-шлеп, чайничек, микроволновочка, все. Пожалуйста. Вот этот фикус охуительный, с меандром вообще. Типы вон стоят, что-то думают. Что-то думают, кому отдать посылку. Пойдем расскажу. Ладно. На этих замечательных картинах, я думаю, мы переместимся уже к корешке. Спасибо. А я, слушай, я вообще забыл про это место, прикинь. Кастелро, пойдем. Пойдем, круто. Оп, оп, оп. Здрасте. Он меня позорил. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы зашли к вам в ваш культовый магазин. Посмотреть, как у вас. А какая-нибудь отсылочка есть, интересно, нет? Мы подумали, что здесь снимали брата, короче, когда Сергей Бодров заходил в этот магазин. Но, Был? увы, нет. Вот. Это было не здесь. Ну, у вас очень круто тоже. А где было? Можете Ой, я сказать? не помню, как этот магазин. Магазин, он до сих пор стоит, но... Ваш магазин больше, короче, похож на то, что это было дома, я поняла. Так старейший. 30 лет уже. 30 лет уже? Да. 91-го. В соседнем подвале были? Нет, а что там? У нас два подвала. Это один магазин, но в один подвал Соня влезла, и вот на два. Только они не соединены между собой, нужно подняться наверх, спуститься там. И Ща. обувь, и косухи, много всего интересного. Спасибо. А мне вот такую штуку. Трудно. Я буду такой. Спасибо вам большущее, хорошего. Пожалуйста. Счастливо. Зато тоже, да, такой? Атмосферно. Залетели. Я буду жить, кричал он вечно. Что там? Да, ничего я не хотел сказать, не буду. Лица людей там. Как ты думаешь, Виталик, если я скажу, что вот как надо спешить на группу? Скажу, что принципы важнее личности, поэтому не бежать. Мы не такие пиздатые, чтобы опаздывать. Мы такой важный мероприятие. Добрый вечер. Мне стыдно, но я не помню, как звали человека, который жил в тех двух желтых домах, который был наставником Пушкина Александра Сергеевича, всем известного, который познакомил Пушкина с поэзией, вследствие чего Пушкин стал тем, кем мы его с вами знаем. Вуаля! Я вообще не знал, что у Пушкина был... Вон те два желтых домика. Да? Река Фонтанка. Река Фонтанка. Так, мы найдем какое-нибудь интересное место. А где площадь вот это вот восстания? Где площадь Восстания? Не подскажешь? Здравствуйте. Площадь Восстания? Да, просто тыкни пальцем, мы пойдем. Туда. Красиво. Благодарю вас. Спасибо большое, ребят. Благодарю вас. Вы великолепны. Спасибо. Пойдем. Отлично. Вот это жизнь. Блин, нифига себе. Добрый вечер. Наставником Александра Сергеевича Пушкина, благодаря Державину, который жил где-то здесь неподалеку. У его вот там кабинет был, да, в том здании, который ты говорил? Да, абсолютно верно. Благодаря ему появилась русская поэзия в лице Александра Сергеевича Пушкина. Та-дам! Занавес. Августину Бетанкуру. О чем это нам говорит? Ты говоришь, что надо поинтересоваться, кто это за человек. Короче, есть еще штука прикольная одна. Есть завод, и его трубы как ноги слоника. Мы идем вообще на Троицкий мост, чтобы посмотреть, как его разводят. Вон он, слоник лежит, видите? Не знаю, видите вы или не видите, но он, короче, лежит.
начала интересная вещь в голове формироваться. Вот, но я не знаю, насколько она реализуется. Как бы, что вы думаете сейчас, про зависимость снять? Оно сложится. В любом случае. Ты однажды проснешься и поймешь, что нужен сюжет. Ну да, да. Где-то, там, под луной, Да. я сидел и пошло-поехало повествование того, что со мной происходит. Понял? И пошел сюжет. Тынц, там. Случилось вот это. Я повел себя вот так. Тут нарисовалась вот эта история. Понял? То есть вот ты от себя, про себя свой... Понял, да? А тебе нужно признать. Хороший вопрос. Сейчас, я думаю, буду я честным, у меня есть отголоски этого. Вот, из-за того, что мне нужно было признание себя как какого-то гения, я не обращал... Знаешь что, смотри, открытый ум, он у меня не работал, он был закрыт. Мне сложно было вот открываться людям, новые знакомства, учиться новому опыту. Потому что как раз мне нужно было вот какое-то я уникальный. Я пришел в программу, где мне объяснили: чувак, ты уникальный. Мы все, блядь, здесь уникальные. Мне такой... Ну, типа да. Ну, как бы да, легло. Я понял. Хватит. Уебывался, пора учиться у других людей. У них есть чему поучиться. А я, на самом деле, ну, как бы, не так уж и хорош, там, вот в этом обстоятельстве, например. Ну, вот, и стало больше объективности. Что я не сам для себя сижу тут такой, блядь, я художник, я так вижу. Как бы это сказать, ну, не в признании, нет, немного не об этом, а, знаешь, просто понимание, что я иду правильным путем, знаешь, вот про это. Одобрение. Ну, да, как-то что, да. Ну, как-то, что это нужно не только мне одному. Понимаешь? О чем я? Ну, у меня то же самое. Тоже так же истории свои снимаю. Где машинка? Хоба! Сейчас все будет. Одиночество. Маршрут Да, перестроен. обалденный трек, но я не хочу его слушать, я хочу Через слушать. 50 метров поверните Другое. направо. Добрый вечер. Местоимение «я» здесь диспетчер. Уединение без одиночества. Быть частью целого даже ночью. Зажечь фитиль за ободом страха. Созависимость неизвестного вида бессознательный анорак. В избыточной среде дофамина вида нового, если позволите, рак. На все свои чувства право имеешь. Сопротивление принципам через мужество, излюбленное противодействие. Прокрастинация. Хочешь нового действия? Честность также перед собой. Любовь, готовность, открытость, ответственность. Исследуя непредвзятость. Словаря здесь никак, это опыт. Без веры в высшую силу, как ты ее понимаешь. Без доверия, прошу прощения, без благодарности. Все же тоже никак. Ну, наверное, и так это знаем. Вот так. Не было, в общем, феерии какой-то на мосту Троицком. Мы не с той стороны стояли. Короче, далеко эта часть поднимается. По неопытности взять это за опыт. Но ночной Питер... ночной Питер. Он прекрасен. Давайте так. Да, В прекрасен. каком бы ни были мы состоянии, город Особенно в трезвом. город прекрасен. Особенно в эту погоду.